Когда-то здесь был океан. Потом поднялся континент, схлынули воды, но память о прошлом сохранилась. Время всегда присутствует в строении нашего трехмерного мира. Минуты и часы превращаются в метры и угловые градусы. Геологические пласты, витки спирали или ячейки на панцире черепахи – все это отпечатки времени. Но почему с необъяснимым постоянством повторяются именно эти структуры? Спирали, концентрические круги, ячейки. Что это? Случайность? Или какое-то фундаментальное свойство природы? Кто мы? Откуда? Что есть жизнь? Попытаемся разобраться в сложном, еще не бесспорном движении научной мысли. Есть вещи совершенно поразительные, которые я бы условно назвал как похожесть непохожего. Вот представьте себе трещины во влажном грунте при высыхании. Они образуют почти правильный шестигранник. Точно такие же шестигранники получаются при подогреве жидкости снизу. Это известные ячейки Бинара. Или спиральная форма галактик, о которой сейчас много говорят. И в то же время спирали, которые возникают в автокаталитической химической реакции Белоусова-Жаботинского. Спиральная форма раковин. Да вообще таких примеров их не перечесть. И здесь возникает такая мысль, что это что? Чудо? Или это воля Всевышнего? Или это единство мира, которое в конечном итоге позволяет нам его познавать? Если говорить о житейских таких примерах, то, я думаю, каждый из вас может вспомнить почти периодическую колею автомобиля или автомобильную колею на плохой грунтовой дороге, в особенности после дождя. Что это такое? Это, безусловно, самоорганизация. Если какой-то автомобиль по какой-то причине начал раскачиваться вверх-вниз, у него есть характерная частота, скажем, через 5 метров он дает на этой колее углубление. Едет следующая машина, ее уже начинает подбрасывать. Все это и приводит к тому, что углубляется, то есть появляется неустойчивость. То есть это типичный пример самоорганизации в системе автомобиль-дорога. Вообще ситуаций, когда из неустойчивости возникают структуры, и эти структуры потом, благодаря стабилизации за счет других механизмов, физики их называют нелинейными, становятся в определенном смысле универсальными, но по выражению Гапонова, такие структуры разумно называть автоструктурами, по аналогии, скажем, с автоколебаниями. Я думаю, что почти все явления самоорганизации можно классифицировать по типам неустойчивости, типам и механизмам стабилизации этой неустойчивости и формирования некоторых стационарных или нестационарных автоструктур. Если про неустойчивости говорить в широком смысле слова и без формул, то по существу каждый из нас с этими неустойчивостями встречается ежедневно. Неустойчивость порождает структуры. Это положение из лекции профессора Рабиновича еще недавно казалось странным. Не
может же беспорядок перейти в порядок. Груда камней не может сама собой сложиться в собор Парижской Богоматери. И вдруг неустойчивость системы порождает способность к ее самоорганизации. Когда это поняли и подтвердили экспериментами, появилась возможность очередного прорыва к тайне мироздания. Силы для прорыва объединились под флагом синергетики, науки о самоорганизации материи, о переходе ее от хаоса к порядку. Что означает само слово «синергетика»? Общего мнения пока нет. Может быть, прав академик Гапонов-Грехов. Само название мало что поясняет. Лучше говорить не о синергетике, а о динамических процессах в нелинейных системах. Процессах, приводящих к хаотизации движения или, наоборот, к его самоорганизации, то есть к самопроизвольному появлению упорядоченных пространственно-временных структур. Эти структуры мы называем автоструктурами. Человека всегда поражало наличие определенного порядка в окружающем его мире. Вообще, если такой разрушающий характер стихийных сил, так сказать, бурь, всяких ветров, дождей, наводнений, был достаточно очевиден и понятен, в общем-то. Так? Как все всегда говорили, что со временем все обращается в прах, то существование механизмов, приводящих к упорядочению, к организации, к образованию каких-то правильных процессов, правильных структур, существование таких механизмов было, в общем, удивительным и непонятным. Нужно сказать так, что такое самозарождение порядка проявляется прежде всего, пожалуй, в процессах жизни. И это, наверное, в первую очередь обратило на себя внимание. Поэтому практически у всех народов и у всех цивилизаций эта загадка решалась привлечением разумного начала, а фактически божественного начала. В разгадке проблемы жизни современная наука продвинулась довольно уже далеко. Этим занимаются биология, биофизика, биохимия. Но, правда, там задачи ставятся в несколько ином ключе. Надо заметить, успехи генетики, молекулярной биологии основаны на исследовании уже сформировавшихся, ныне существующих организмов. В летописи рождения жизни не хватает многих первых страниц. Поэтому мы так часто стремимся обратить свои взоры в космос и принять молчаливое соглашение, что жизнь занесена на нашу планету извне. Но это не ответ на вопрос, так как сразу появляется другой. Как же она зародилась там, во Вселенной? Наверное, лучше искать разгадку здесь, на Земле, на простых моделях. Это известная, очень старая физическая задача, так называемая рябь Фарадея, когда тонкий слой вязкой жидкости находится в осциллирующем гравитационном поле. Если увеличивать силу тряски, то на фоне исходной структуры возникает крупная новая инфраструктура в виде модуляции сетки из правильных мелких клеточек. Если продолжать увеличивать вибрацию, то модуляция становится сложнее. Система распадается на фрагменты, которые в конце концов начинают двигаться случайно. Наступает хаос. Если теперь уменьшать вибрацию, это ячейки Бинара. Поразительно то, что эту структуру можно разрушить, но она возникает вновь, не изменив своей формы.
Ячейки возникают в подогреваемой снизу жидкости и поддерживаются за счет вертикальных ее потоков. Если подогрев сделать пространственно неоднородным, в центре кюветы греть сильнее, а на периферии слабее, то удается наблюдать установление уединенной автоструктуры. Мертвая материя ведет себя как живая. Еще один пример. Одноклеточные инфузории тетрахимены устремляются к поверхности водоема за глотком кислорода, необходимого им для жизни. Поглотив кислород, они опускаются ко дну, выбрасывают окисленные продукты и вновь устремляются вверх за кислородом. Их кооперативное движение образует удивительный хоровод из тысяч тетрахимен. Если взглянуть на них сверху, то можно увидеть образование структур, удивительно похожих на ячейки бинара. Живое и неживое обнаруживают очевидное сходство. Классическая наука не интересовалась состояниями, далекими от равновесия и устойчивости. Все это называлось хаосом. А где хаос, там нет закона, следовательно, нет места науки. Там нет причинности, и потому нет порядка. Оказалось, есть. Оказалось, хаос порождает структуры. Оказалось, что есть и математический аналог этих невозможных процессов. Его назвали странный аттрактор и долгое время считали забавной математической игрушкой. Если человечек приседает в такт, то изменение амплитуды колебаний во времени описывается синусоидой, а изменение фазы колебаний происходит по эллипсу. Если же человечек приседает не в такт, синусоида деформируется, а вместо эллипса возникает большое число неустойчивых траекторий. Это и есть странный аттрактор. Странный аттрактор – это математический образ, который поднимает завесу над многими внешнехаотическими процессами, показывая, что внутри них часто скрывается порядок. Подобная ситуация возникает во многих сложных явлениях природы, в экологических, экономических и социальных процессах. Без анализа траекторий они поражают воображение своей непоследовательностью и непредвычисляемостью. Это автоволны. Известная сегодня во всем мире реакция Белоусова-Жаботинского. Так же, как поведение тысяч тетрахимен образует структуры, подобные ячейкам бинара, миллиарды циклических реакций, идущих одновременно в различных точках раствора, образуют узор автоволны. Появляющиеся при этом структуры настолько удивительны, что специалисты не могли поверить в их существование, пока не увидели собственными глазами. В отличие от обычных волн, например, на поверхности воды, автоволны при столкновении тормозят и уничтожают друг друга, аннигилируют.
Здесь возникают многие новые динамические структуры, источники автоволн. Например, ведущий центр, который посылает круговые волны по среде, спиральные волны. При этом быстрый источник вытесняет более медленный. Особенно интересно поведение автоволн в трехмерном пространстве. После того, как механизм возникновения автоволн стал ясным, исследователям открылся неведомый ранее мир их поведения в различных объектах природы. Вот один из таких объектов. Интереснейший пример самоорганизации живой природы. Популяция амеб Dictyostelium discoideum. При достаточно полноценном рационе микроорганизмы ведут индивидуальную жизнь. Если пищи не хватает, то амебы, перешедшие порог голодания, начинают выбрасывать в среду порции особого сигнального химического вещества. Сигнал тревоги улавливается рецепторами новых амеб, и они разворачиваются по направлению роста концентрации этого вещества, в свою очередь выделяя его. При этом образуются многочисленные колонии собирающихся вместе микроорганизмов. На фоне движущихся амеб видны автоволны выделяемого ими вещества, которые управляют их движением, захватывая в этот самоорганизующийся хоровод все новое и новое число особей. На заключительной стадии вся популяция сползается к своим ведущим центрам. Вот в этом состоянии новая система и может пережить период голода. Другой организм – миксомицет Physarum polycephalum. Смотритесь, и здесь идут процессы, очень похожие на автоволновые. Они присутствуют во многих растущих структурах. Может быть, так возникали первые гигантские клетки, прообразы будущих многоклеточных организмов. Проявление законов автоколебательных и автоволновых процессов мы наблюдаем на различных уровнях структурной организации жизни. Однако главным качеством живого является не столько движение или рост, кристаллы тоже растут, сколько управление. Например, работой нашего сердца тоже управляют автоволновые законы. Проблемами их изучения занимается коллектив лаборатории под руководством профессора Кринского. В плотностях идущие волны рвутся, показаны разрывы, и из разрывов начинают закручиваться новые спиральные волны. Видно, что это начало хаотического процесса,
И это важная вещь, типа той, которая наблюдается в сердце. И такой процесс охватит всю поверхность. Он охватит всю активную среду, и число этих волн начнет расти. Притом совсем интересно то, что здесь в параллель происходят два процесса: размножение и умирание источников. И от соотношения скоростей, как в цепных реакциях, зависит, что будет происходить. То есть выяснено, что в основе фибрилляции лежит взаимодействие источников волн, и это открывает совершенно новые перспективы для борьбы с ним. Единственный способ, который был до того, электрический дефибриллятор. Большое напряжение, 5000 вольт, большие токи, десятки ампер, пахнет жареным при ударе, и на сердце остаются повреждения примерно в течение месяца. А здесь все, что нужно, это посылать одиночные волны, то есть напряжение единицы вольт, силы токи в 1000 раз меньше. Это совершенно другой подход, и сейчас такого типа приборы уже начинают опробоваться в клинических институтах. Автоволны обнаруживаются и в других объектах природы, говорит член-корреспондент Академии наук Генрих Иваницкий. Всем известна смена поколений при размножающейся популяции. Значит, интересно, как ведет себя такая смена поколений во времени. С чем это связано? Это связано с биологическими циклами. Значит, ну, так можно сказать, это рождение, затем детство, юность, репродуктивный период, когда наступает зрелость популяции, затем идет старение и смерть. И вот, как видно здесь, по одной оси это старение популяции, это вот первая волна, затем по другой оси горизонтальной здесь откладывается общее время от начала посева популяции и до определенного момента. Первая волна – это родители, затем идут дети, внуки. Ну, по мере, так сказать, исчезновения все эти циклы повторяются и хорошо проглядываются волны, постепенно, естественно, затухая, размазываясь за счет того, что популяция десинхронизуется. Но гораздо интереснее посмотреть, как будет вести себя такая популяция, если в пространстве, вот на поверхности, куда она переселяется. Если там достаточное количество питания, то там тоже будут образовываться волны. Это совершенно неожиданный результат. Вот первый пик большой – родители. Затем образуется кольцо репродуктивное, это дети. Третье кольцо репродуктивное – это внуки. При этом, естественно, первое будет уменьшаться по мере умирания. А молодые особи, которые более подвижны, они будут выходить как на пределы следующего кольца, так и во внутреннее кольцо по мере того, как там концентрация будет падать. Причем это результат очень любопытный и неожиданный, с одной стороны, а с другой стороны, это эффект эха от первых поселенцев и волн, которые изменяются во времени. Обычно диффузия все сглаживает, уничтожает всякие структуры. Порядок должен переходить в хаос. Но молодые особи более подвижны по сравнению со старыми. Введение этого дополнительного условия изменило ситуацию. Возникли динамические пульсирующие структуры. Они живут и развиваются во времени, захватывают новые территории. Эта картина характерна для всего живого, от микроорганизмов до человека. Возникающие в нелинейных системах структуры имеют разные имена. Физики называют их автоструктурами, биофизики – автоволнами, другие ученые – диссипативными структурами. Но все эти структуры – суть проявления общих законов природы. Да и мы сами тоже являемся структурами, целостность которых поддерживается за счет притока энергии и динамических процессов, протекающих внутри нас и в окружающей нас природе.
Древние мыслители многократно пытались найти путеводную нить в этом калейдоскопе событий. Янус – хранитель ключей от границы хаоса и порядка. Аллегория вечного развития. Лицо старца, обращенное в прошлое, и лицо юноши, устремленное в будущее. Самоорганизация сопровождается повторяемостью циклов. Существует и значительная симметрия между прошлым и будущим. Значительная, но не полная. Полное повторение не может привести к развитию. Природные аминокислоты, основа белкового содержания нашего организма, обнаруживает только левое строение, а сахара только правое. Почему? По-видимому, причиной этого служило эволюционное уничтожение друг друга зеркальными антиподами. Появлялся строительный материал для уцелевших асимметричных линий. Если так, то мы с вами не только автоструктуры, но и реликтовые остатки молекулярных баталий, происходивших более 3 миллиардов лет назад. Это телевизионное аналоговое устройство, образующее цикл. Передающая трубка смотрит на создаваемое ею на экране изображение. Все 10 тысяч элементов телевизионного экрана работают вместе, параллельно обрабатывают информацию. Такие замкнутые нелинейные системы представляют собой динамическую память. На них можно изучать многие явления самоорганизации. Клеточный компьютер. Перед нами модель жизни, которая построена по следующим правилам. Ближайшие соседи друг друга возбуждают, а не слишком близкие тормозят или подавляют. Мы видим, что локализованные структуры, то есть занимающие несколько клеточек возбуждения, уже не уничтожают друг друга, а отражаются друг от друга, образуют семьи или кластеры, ведут сложную совместную жизнь. Замечательно, что эти компьютерные эксперименты качественно объясняют некоторые явления нейрофизиологии, а именно распространение волн депрессий в коре головного мозга. Одна из проблем в области вычислительной техники, она известна под названием биокомпьютер, и под ней имеют в виду новые элементы для вычислительной техники. Ждут, что это должны быть не интегральные схемы, скажем, на арсениде галлия или на кремнии, а большие молекулы. Совершенно другие времена, совершенно другие фантастические значения памяти. То есть это проблема новых элементов. В этой проблеме биокомпьютера есть же еще и вторая часть. Это совершенно новые алгоритмы обработки, которые использует мозг, и где не требуются такие фантастические значения быстродействия, как те, что имеют современные вычислительные машины. Скажем, 400 миллионов операций в секунду для Cray-2 или для Сайбера. Кошка или крыса, частота нервных импульсов не больше, чем 1000 в секунду, а умеют анализировать изображения гораздо лучше, чем современные вычислительные машины. И здесь же очень важные технические приложения. Детали на конвейере, техническое зрение роботов. И все это может делаться совершенно другим подходом. Параллельный анализ изображений вместо последовательного. И к параллельному анализу есть два подхода. Один из них – в каждую точку ставить микропроцессор, и по такому направлению уже очень энергично идут зарубежные фирмы. А второе – использовать то, что в автоволновой среде, когда распространяется фронт, в параллель работают все. Функции нервной ткани многообразны. Управление поисками пищи, распознавание образов,
ориентация в изменяющейся внешней среде, избегание хищников, координация, поиски подруги для продолжения рода. В 60-е годы считали, что логическим двоичным элементом нашего мозга является нейрон, а сам мозг – это вычислительная машина, работающая на основе двоичной логики. Удивительные кадры. Отдельные нейроны собираются в сети на основе самоорганизации. Создают структуру, способную решать сложные логические задачи. Сегодня представление о работе нейрона расширилось. И можно с уверенностью утверждать, что каждый отдельный нейрон – это сложный микропроцессор. Получается, что нервная ткань – это не компьютер с двоичной логикой, а непрерывная самособирающаяся среда, составленная из миллиардов микропроцессоров, обеспечивающая сложное поведение живых существ на основе параллельной обработки информации. Сетчатку глаза справедливо называют мозгом, вынесенным на периферию. Здесь происходят процессы первичной обработки зрительной информации, выделение контуров и особых точек в изображении. Наблюдаемая химическая среда подобна сетчатке глаза. Это вариант реакции Белоусова-Жаботинского. Раствор моделирует первичные процессы обработки изображения в сетчатке глаза, но не на двоичных, а на автоволновых принципах. Если выделить светочувствительные белки из оболочек некоторых бактерий и нанести их на стекло, то они также будут демонстрировать это интересное явление, подтверждая единство законов живой природы. Это уже заявка на реализацию устройства обработки информации на белковых структурах вне живого организма. Изменим масштаб наблюдаемых структур. Так ведет себя ветер над небольшим углублением. При достаточно сильном ветре простое обтекание углубления в рельефе оказывается неустойчивым и самозарождается вихревая структура. Эксперименты в аэродинамической трубе очень удобны. Можно менять параметры и потока, и лунки. Возникающая при этом вихревая структура обладает большой стабильностью. Могут ли такие структуры зарождаться и существовать в глобальных масштабах? Например, в виде циклонов и антициклонов, определяющих погоду на нашей планете. Иногда для того, чтобы понять явление, нужно рассмотреть ему подобное. Юпитер – самая большая планета Солнечной системы. Около 300 лет назад современники Галилея заметили большое красное пятно в атмосфере Юпитера. Сделанные ими рисунки доказывают, что пятно за 300 лет почти не изменило свою форму. Можно было предположить, что это пятно – гигантский вихрь. А причина его устойчивости в том, что он подкручивается встречными атмосферными течениями, как шарик между ладонями. Толщина большого красного пятна в сотни раз меньше его горизонтальных размеров.
Следовательно, установка с мелкой водой принципиально пригодна для моделирования большого красного пятна. Такая установка была создана в группе доктора физико-математических наук Незлина. В ходе эксперимента обнаружился очень важный факт. Число вихрей в цепочке уменьшается с увеличением скорости течений. И при достаточно большой скорости возникает один единственный вихрь, физическое подобие большого красного пятна. На наших глазах в смоделированных условиях неустойчивость течений породила устойчивую структуру. Отправимся дальше, вглубь Вселенной. Здесь мы встретим структуры в сотни миллиардов раз больше, чем большое красное пятно Юпитера, и живущие миллиарды лет. Млечный Путь. Кто из нас не любовался ясной ночью этой космической дорогой, сверкающей миллиардами звезд? Мы видим лишь самые яркие из них. Но даже этих ярких так много, что они сливаются в сплошные белые облака. До сих пор продолжаются споры о том, как выглядит наша галактика со стороны. Но как бы ни представлялась она со стороны, видимый нами отрезок Млечного Пути – небольшой кусочек одного из ее спиральных рукавов. Более 70% видимых галактик относится к спиральным. Центральная часть спиральной галактики вращается быстрее, чем периферия. И вследствие этого спиральные рукава, уплотнение газа, плазмы и молодых звезд должны были разрушиться за 1-2 оборота. На самом деле этого не происходит, и спиральные рукава существуют несколько миллиардов лет. В этом и состоит проблема спиральной структуры галактик. В 1972 году профессор Фридман высказал гипотезу о том, что как раз неоднородность вращения галактического диска может служить причиной возникновения волн плотности в виде спиральных рукавов. Волны в газовом диске галактики по своим свойствам аналогичны волнам на поверхности мелкой воды. Группой Незлина был проведен эксперимент по характеру близкий к предыдущему. На поверхности воды возникал спиральный узор. При ускорении вращения центральной части число рукавов уменьшалось в полном соответствии с теорией. В частности, в процессе ускорения вращения центральной части возникали ветвящиеся спиральные волны. Аналогичные ветвления рукавов часто встречаются в наблюдаемых галактиках. Причина этого была до сих пор не ясна. Сейчас, после эксперимента, можно предположить, что ветвление рукавов – признак неравномерности вращения галактики. Кольца Сатурна – модель маленькой галактики.
Кант был первым, кто сказал, что кольца Сатурна – это результат самоорганизации. Но загадка Сатурна и его кольца продолжала волновать умы исследователей. Вот эта иерархическая структура колец Сатурна, она обязана самоорганизации, которая в свою очередь зависит от ряда неустойчивостей. Самые узенькие колечки, около 100 метров, их образование аналогично тому, как вы видите, ну скажем, в метро скопление людей около узкого прохода. Чем больше толпа у узкого прохода, тем меньше пропускная способность прохода, люди накапливаются. Вот так же накапливаются частицы при их неупругих столкновениях друг с другом. Они теряют кинетическую энергию, замедляются. И вот так образуются узкие колечки. А широкие колечки образуются примерно так же, как образуются барханы в пустыне. Ветер опускает их по волновой форме. Таким образом, крупная структура – это просто барханы космической пыли в плоскости Сатурна. Кольца Урана имеют совершенно другую структуру. Это очень узкие, плотные колечки от 600 метров там, до сотни километров, расстояние между которыми несколько тысяч километров. Их образование принципиально отличается от того, как образовались кольца Сатурна. Резонансные явления – одна из причин возникновения самоорганизации. Их анализ позволил астрофизикам Фридману и Гаркавому буквально на кончике пера открыть неизвестные спутники Урана. Выясняется, что резонанс может способствовать накоплению вещества в виде кольца. И это, в общем-то, обстоятельство позволило даже вычислить радиусы орбит некоторых спутников. Если кольца проявления спутников, то по этим проявлениям вычисляется просто причина. Оказывается, можно подобрать спутники таким образом, что каждый из них будет порождать не одно, а сразу два кольца. И по радиусам орбит вот этих двух дочерних колец можно вычислить радиус орбиты материнского спутника. Таким образом, было предсказано несколько спутников невидимок вокруг Урана. Но это, в общем-то, все касается, все это относится к структурам, которые мы наблюдаем сейчас, в наши дни. В общем-то, структура рождается, развивается и умирает. И мы сейчас просто не имеем возможности видеть большого числа тех структур, те структуры, которые были раньше. Да, в некоторых структурах осталась только память. Да. Вот в качестве такой памяти можно назвать, скажем, орбиты просто планет, которые, видимо, представляли собой раньше те же самые волны плотности, те же самые кольца, как кольца Урана, на местах планетных орбит. И можно себе представить, что они образовались из протопланетного диска в результате такой же гравитационной неустойчивости, из которой образуются звезды, галактики и так далее, путем просто конденсации. Долгий путь развития Вселенной, Солнца, Земли оказался бы для нас сокрытым, не обладая природа этим удивительным качеством – памятью структур. Великие основатели классической науки считали, что мир прост и управляется фундаментальными законами. Предполагалось, что если учесть все начальные условия, силы и массы, действующие в природе, то на основе законов механики удастся предсказать прошлое, настоящее и будущее. В объединении некоторых основных сил природы действительно удалось добиться немалых успехов. Но фундаментальность продолжала от нас ускользать. И вскоре модель мира, похожая на отлаженный механизм, превратилась в свою противоположность. Теперь Вселенная представлялась большим бильярдом, где случайные столкновения событий рождают тысячи траекторий. Законы такого мира непредсказуемы. В нем легко могла бы зародиться жизнь, но на таком зыбком фундаменте она не имела бы сложного и многообразного будущего.
Модель эволюции живого сегодня можно представить как непрерывный спуск по склонам, где, пересекаясь, бегут десятки тропинок траекторий развития. Зная механизм самоорганизации системы, можно с высокой вероятностью определить направление движения. Но однозначно неизвестно, по какой траектории оно пойдет. Неустойчивость приводит к случайному зарождению структур, нелинейность формирует их разнообразие, а рассеяние энергии поддерживает их стабильность. Мы очутились в мире, где причинность и предсказуемость приложимы к отдельным случаям, а необратимость и случайность – правила. Хотелось бы понять, как сформировалась память о пройденном пути развития, и хочется верить, что в нас нет генов самоуничтожения. Именно поэтому могла появиться жизнь, наша случайная, неповторимая и в то же время закономерная жизнь. Какой ей быть, во многом зависит от человека.